Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, народные приметы на 21 октября. Поговорим о народном календаре на этот день, поговорим о церковном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 21 октября. Итак, друзья, далее все более подробно. 21 октября православная церковь чтит память святой Пелагии Антиохийской, которая в юности была блудницей и вела праздную и безбожную жизнь. Она имела очень привлекательную внешность, украшала себя драгоценными камнями, золотом и роскошной одеждой, за что поклонники прозвали ее Маргаритой, что в переводе с латыни означает «жемчужина». Однажды в Антиохии епископы соседних епархий собрались на собор. Среди них был Нон, епископ Илеопольский, известный своей праведной жизнью и мудростью. Во время перерыва архиереи вышли из храма, где увидели компанию молодых людей, в том числе и Пелагею. Она выделялась своей красотой и нескромной одеждой. Вернувшись в гостиницу, Нон стал искренне молиться о спасении Пелагеи. В следующее воскресенье женщина вошла в храм, куда ее привлекла неведомая сила. Проповедь и богослужение на страшном суде настолько потрясли ее, что она поистине ужаснулась своей грешной жизнью. Она обратилась к Нону и выразила желание креститься, но сомневалась, что Господь помилует ее. Добрый пастырь утешил Пелагею надеждой на милость Божию и крестил ее. Став христианкой, она раздала все свое имущество бедным, оделась в простые мужские одежды и отправилась в Иерусалим, где приняла монашеский постриг. Женщина уединилась на Элеонской горе в небольшой келье, возведенной своими руками. Здесь предавалась молитвам и строгому посту. Пелагея вела настолько уединенную жизнь, что многие люди, видя ее в мужской одежде, были уверены, что перед ними монах. Пелагея умерла в 457 году, и во время погребения люди обнаружили, что умерший монах на самом деле был женщиной. Также 21 октября православная церковь чтит память преподобного Трифона, архимандрита Вятского. Его родители были достаточно зажиточными крестьянами из Архангельского края. Его отец вскоре умер, и Трифон остался на попечении матери и старших братьев. С ранних лет он чувствовал призвание к монашеской жизни, поэтому, когда родственники решили женить его, тайно ушел из дома. Сначала Трифон отправился в город Устюг, где поселился у приходского священника и постоянно пребывал в строгом посте и молитве. Затем он переехал в город Орлец, где жил около церкви, перенося голод и холод. Оттуда он перебрался и в Пыскорский монастырь, расположенный на реке Каме. Здесь он принял постриг от игумена Варлаама. В то время Трифону было 22 года. Он принес в пекарню тяжелое послушание и не пропустил ни одной порции. Во время тяжелой болезни, когда преподобный был без памяти, ему явился святитель Николай. После этого монах исцелился. Выздоровев, Трифон тайно покинул монастырь и отправился в устье реки Мулянки. Он поселился на том месте, где сегодня находится город Пермь. Здесь он обратил многих язычников в христианскую веру. По преданию, в 31 стихе от Вятки святитель решил основать монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный, заручившись поддержкой горожан, начал строительство монастыря. Но рвение местных жителей помочь Трифону быстро угасло. Вскоре они были наказаны за это непрекращающимся проливным дождем, который начался 28 августа в день Успения Богородицы и прервавшимся только 21 сентября в Рождество Богородицы. В этот день Богородица явилась во сне одному из благочестивых жителей города и повелела без промедления исполнить свое обещание и завершить строительство монастыря. Монастырь был воздвигнут, дождь прекратился, и его первым настоятелем стал монах Трифон, возведен в сан архимандрита.
В конце жизни святой подвергся низложению и изгнанию из монастыря. С отставкой он ходил скитаться по разным монастырям и городам, раздавая милостыню и устраивая крестные ходы. Однако Трифон приехал на Вятку умирать. Нечестивые его раскаялись и с великими почестями встретили его у ворот монастыря, где святитель вскоре скончался. Его мощи были найдены нетленными в 1648 году. Вы знаете, в этот день в народе было принято молиться за сохранность природы. Помимо этого, для того, чтобы показать, что люди ценят природу, в этот день утром они отправлялись на самую высокую гору, чтобы встретить солнышко. В народном календаре 21 октября день назвали как День Трифона и Пелагеи. Также в народном календаре этот день назвали как День Пелагеи Ознобица или Починки. Такое название сложилось именно Пелагея Ознобицы из-за погоды, потому что обычно в этот день начиналось похолодание. Что же касается второго названия починки, то на Руси с этого дня было принято готовить починки, то есть расчищенное место, где закладывали новые пашни. Вы знаете, раньше лесов было намного больше, а зола являлась хорошим удобрением, поэтому деревья вырубали, а траву выжигали. Стволы шли на строительство новых домов. Огонь нужно было разжечь еще и для того, чтобы просить прощения за свой поступок у хозяина леса лешего. Ему обязательно оставляли угощения на пнях. Также, как мы уже сказали, починками еще этот день назвали потому, что в первый раз наши предки надевали зимнюю одежду. По традиции ее пересматривали и чинили. По поверьям, если этого не сделать, до весны будешь жить в проблемах и заботах. Особое внимание сегодня уделяли карманам. В них не должно было быть дырок, иначе целый год будет пустым и даже копейка не задержится. Также сегодня, в этот день, 21 октября, приобретали новую одежду. Поэтому продавцы проводили обряд на быструю выгодную продажу. Макали в мед палец и говорили: пчелы мед носят, ко мне покупателей попросят. Потом палец облизывали и трижды сплевывали через левое плечо. На Руси в это время было приближение зимы, и вы знаете, оно становилось все более ощутимым с каждым днем. Поэтому в народе говорили, что с Трифона Пелагея все холоднее. Ну а чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. Как говорили они, Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет. На Пелагею и Трифона хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурчиками и капустой. Вы знаете, это было удачное изобретение наших предков. Подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже 0 градусов, поэтому продукты не портились и даже не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки, и на крестьянском столе среди зимы появлялись вкуснейшие разносолы. Именины в этот день отмечают 21 октября Ян, Серафим, Павел, Петр, Николай, Иван, Дмитрий, Владимир, Виктор, Василий, Татьяна, Таисия, Пелагея, Надежда, Мария и Елизавета. Если у вас в окружении вашем есть люди с этими именами, обязательно их поздравьте с именинами. Знаете, внимание – это превыше всего. Также люди, рожденные 21 октября, считаются, что они обладают талантом к обувному делу. Из достоинств людей, рожденных в этот день, это то, что они имеют усидчивость и хорошую самообучаемость. Из недостатков довольно часто люди, рожденные в этот день, довольно скептически и раздражительно относятся к любой критике. А вот в качестве талисмана и оберега людям, рожденным 21 октября, лучше всего использовать коронт.
Что же касательно толкований снов на этот день, то в сновидении этой ночи могут отразиться ваши скрытые желания, которые так или иначе связаны будут с вашей личной жизнью. Также сны 21 октября показывают ваши низменные пристрастия. Они откроют вам тайны вашей души. Яркие сюжеты могут воплотиться в жизнь. Приснившаяся мука сулит сновидцу материальное благополучие. Если во сне вы пекли из нее блины, то вам придется справляться с множеством хлопот. Ночные грезы, в которых фигурировали пустые тарелки, служат предупреждением. Вас обидит очень близкий человек. Вы знаете, в этот день на Руси не было особых ритуалов и обрядов, однако жители пристально наблюдали в этот день за природой, ведь зима дает о себе знать. Также люди выходили на самую высокую гору и наблюдали за тем, как восходит солнце. Это делали для того, чтобы показать природе, как люди ценили ее. По народным приметам, если 21 октября голубь начал прятать ножку в перья, ждите похолодания. Если береза не все листья сбросила, то снег придет поздно. Луна в кругах виднеется этой ночью, ждите тумана и беды. Если облака плывут низко, это к морозам. Круг вокруг солнца к ясной погоде без осадков. Грибы появились в лесу, снег будет еще не скоро. Если лес визуально будто посерел, это к морозам. Домашние животные ведут себя беспокойно к ненастью. А если дятел долбит дерево снизу вверх, к снежной морозной зиме. Сова кричит к похолоданию, тусклые звезды к ненастью. Если мыши делают норки на теплой стороне, народная примета, что зима будет холодной и даже морозной. И также обращаем ваше внимание, что если лес посерел, это к морозу. Ну а возле солнца туманный круг появился к ясной и сухой погоде. Теперь давайте поговорим о том, что же можно делать было 21 октября по народным приметам и народному календарю. Вы знаете, зима уже совсем близко, поэтому к этому периоду хозяйки начинали вязать новые носки, шапки, шарфы и варежки для всех членов семьи. Кроме этого, из шкафов доставались тулупы, шуба и другая одежда, чтобы узнать, не требуется ли им прошивка или обновка вовсе. Обязательно нужно было обратить внимание и на карманы. Если вдруг в них есть дыры, то их обязательно следовало залатать. Почему? Потому что было поверье, что с рваными карманами деньги быстро утекут. Продавцы в этот день проводили различные обряды, чтобы привлечь к себе как можно больше клиентов. Что же нельзя было делать в день Трифона и Пелагеи? Давайте вместе с вами разберем. Итак, если у вас есть сад или огород, не следует заниматься сегодня его облагораживанием, так как в этот день запрещается стричь и ломать ветки деревьев. Наши предки верили, что в них живут заблудшие души. Если дерево поломать, то душа вырвется наружу и будет не защищена и очень злая. Ее ненависть может разрушить семейную идиллию и принести в дом несчастье. Ни в коем случае в этот день нельзя было лениться. Если человек не станет трудиться и будет откладывать все важные дела на следующий день, то считается, что с ним могут произойти какие-то неудачи. Весь год он будет бездельничать не по своей воле, кого-то уволят с работы, а кто-то может даже серьезно заболеть. Запрещено в этот день думать о плохом, ведь весь негатив, о котором человек станет размышлять, вернется ему втройне. Поэтому в праздник должны быть только добрые, позитивные мысли, которые мотивируют на работу. Сегодня нельзя было болтать по пустякам, долго разговаривать и сплетничать. Постарайтесь в этот день следить за своими словами, обдумывать каждую фразу и не молоть чепуху. Нельзя сегодня сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы. Так что постарайтесь выполнить этот запрет, иначе в жизни наступит полоса мелких неприятностей. Также сегодня не стоит рассказывать плохие сны до заката. Считается, что в таком случае они либо сбудутся, либо другим образом принесут неудачи в жизнь того, кто их видел и рассказал. А вот после заката, если вам действительно хочется поделиться с кем-то переживаниями по поводу кошмарного сна, пожалуйста, негативное действие больше не будет распространяться.
Нельзя было 21 октября надевать теплые вещи, не приведя их в порядок, иначе до весны придется жить в проблемах и заботах. День Пелагеи и Трифона нужно было обязательно посвятить ревизии зимней одежды, почистив ее, зашив и выгладив. Также обращаем ваше внимание на карманы, чтобы в них не было дырок, иначе весь год они будут пустыми и ни одна копейка в них не задержится. Хозяйке или хозяину придется жить в долг или во всем себя ограничивать. Также в день Пелагеи и Трифона надо гнать от себя плохие помыслы куда подальше. Если же вдруг какая-то тяжелая мысль появилась, надо тут же подумать о чем-то хорошем. Нельзя также 21 октября ходить на встречу с незнакомым человеком. Он может быть обманщиком, поэтому девушкам и не рекомендуется соглашаться сегодня на первое свидание, назначенное на день Пелагеи и Трифона, даже если парень и очень симпатичный. Под его привлекательностью и очарованием может прятаться лицемер и лжец. По этой же причине не стоит 21 октября подписывать деловые соглашения с малознакомыми партнерами. Можно попасть на большие деньги. Вот такой, друзья, у нас с вами народный календарь, народные приметы на 21 октября. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.